Итак, всем привет! Жена моя, как видите, готовится к приготовлению вкусного блюда, всеми любимой шаурмы. Шаурмы, на самом деле, рецептов очень много, соусы делает каждый по-своему. Вот, и сегодня мы расскажем вам свой рецепт, как делаем мы. Шаурма у нас будет на углях. Ну, в общем, все увидите дальше. Давайте познакомимся. Жену зовут Лиля, помахай в камеру ручкой. Давай, рассказывай, что мы будем использовать для приготовления шаурмы. Итак, для приготовления шаурмы нам понадобится филе бедра. Филе бедра мы берем. Мы ее замаринуем. Для маринада нам потребуется соевый соус, соль, черный молотый перец, растительное масло. Что нам потребуется для соуса? Это самое главное, самое вкусное в шаурме. Для соуса нам потребуется это сметана, майонез, ряженка. Кто-то использует кефир, но, как мы пробовали уже, с ряженкой получается вкуснее. С ряженкой, да, на самом деле вкуснее. Дальше. И зернистая горчица. Также из приправ нам потребуется паприка, хмель сунели и карри. И лимон. Ага, все, и лимон, отлично. Ну, а овощи какие добавляем? Чеснок. Ну, чеснок будет добавляться туда и туда, это понятно. А овощи каким будем использовать? Овощи мы используем свежие огурцы и помидоры, лук красный. И сделаем салат из капусты и моркови. Мы его тоже предварительно замаринуем. Все, окей. Ну что, давай начинаем мариновать мясо. Так, мы добавили пол чайной ложки соли. Перец мы добавляем по вкусу. Мы сильно острый не любим. Все зависит от перца. Далее добавляем соевый соус. Приблизительно столовую ложку. Масло растительное. Тоже где-то столовую ложку. Ну, вот, наверное, зубчика 3 мы порубим. Чеснок мелко порубили, отправляем его к мясу. И начинаем все перемешивать. Так, короче, мы все это добавили, теперь перемешиваем. И что мы будем делаем? Оставляем мариноваться. Оставляем его мариноваться часа на 1,5-2. Как раз за это время мы сделаем соус, он тоже будет доходить у нас. Его тоже надо желательно настоять. И за это время будем нарезать наши овощи. Давай переходим к соусу. Итак, для соуса нам понадобится сметана. Да, ребят, количество я тогда укажу в описании к видео, все ингредиенты и какой объем у нас получился по ингредиентам, какие пропорции. Горчицу туда. Сколько, по-моему, 2-3 столовые ложки, да? Все, туда же ряженку заливаем. Паприки где-то пол чайной ложки. Паприка нужна в основном для цвета. Карри где-то треть столовой ложки, ой, чайной ложки. И примерно 1/3 чайной ложки хмель сунели. Ой, я думаю, достаточно. Много ее не надо. Также в наш соус рубим мелко-мелко чесночок. Самое главное забыли. Лаваш. Лаваш у нас сегодня армянский, прямоугольный. Круглого, к сожалению, не было. Но я думаю, форма лаваша не сильно важна в шаурме. Главное здесь, как правильно приготовить соус, как мясо приготовить. Лаваш можно брать любой. Итак, Лили сейчас отрезает четвертинку лимончика и тоже его отправляет в соус. Ну, а теперь включаем режим кухонного комбайна, миксера, и все это тщательно перемешиваем, чтобы все наши ингредиенты раскрылись,
во всем этом великолепии. Итак, ребят, соус приготовили. Ему тоже надо дать настояться обязательно. Желательно вообще соус этот, чтобы настоялся, ну, часов хотя бы 10-12. Он намного будет вкусней. Но так как времени не всегда располагаем, поэтому пару часов он вместе с мясом постоит. Так, а мы тем временем приступили к нарезке овощей. Первым делом Лиля будет шинковать капусту. Капусту стараемся шинковать мелко-мелко, чтобы было вкуснее и удобнее ее кушать. Так, капусточку мы, смотрите, как мелко нашинковали. Теперь берем вот такую терочку и начинаем тереть морковку, как по-корейски. Получается вот такие мелкие брусочки у нас. Чтобы было приятно кушать и приятно жевать. Теперь добавляем примерно пол чайной ложечки соли в нашу капусту. И начинаем ее жамкать. Мять, наминать и жамкать, чтобы она дала сок, стала помягче. Сколько по времени примерно мы ее жамкаем? Минуты 3. А? Минуты 3. Жамкать надо где-то 3 минуты, Лили говорит. Вот она ее жамкает. Ну, даже не знаю, каким словом можно назвать. Мять. Все-таки мять как-то оно не то. А вот именно жамкать. Потому что такой звук получается жам. В капусточку можно добавить уксус. Но мы решили переиграть и добавить вместо уксуса где-то примерно столовую ложку лимонного сока. Свежевыжатого. Но если есть желание, можете добавить уксус. В принципе, разница... Не, ну, конечно, лимон-то вкуснее получится в любом случае. Так, и мы сейчас что делаем? Тоже оставляем, чтобы она... Оставляем, чтобы она как-то промариновалась. Да, сейчас мы размешаем все, пожамкаем еще немножко и оставляем нашу капусточку, чтобы она дала соку побольше и тоже простояла, промариновалась. А мы пока займемся вот нарезкой остальных овощей. Лучок нарезаем четвертинками. Также мелко-мелко шинкуем. Так, полголовки луком порезали, пока решили остановиться. Мало будет, еще подрежем. Лук отправляем в отдельную посуду. Приступаем к нарезке огурца. Огурцы, получается, ты тоже брусочками, да, хочешь порезать? Соломкой. Да. Соломкой. Ага. Такими мелкими соломочкой получаются огурчики у нас. Помидор нарезаем полукольцами тоже, полудольками, можно сказать. Такими тоненькими дольчиками. На улице еще у нас пока февраль, поэтому можем погреться возле мангала. Ну что, угольки наши подходят. Скоро совсем будут хорошие. Давайте теперь займемся мясом. Мясо наше промариновалось. Еще раз перемешиваем это все. Так как курица быстро готовится, поэтому нужно будет аккуратно следить за углями, за температурой и почаще переворачивать. Вот у нас получилась неполная решетка, у нас большая решетка. И сейчас ждем, когда угли дойдут. И
Итак, ребят, внизу там совсем мало углей, видите. Основные я вот сюда сдвинул, пусть они догорают. И начинаем обжаривать нашу курочку. До какой степени обжаривать, я покажу попозже. Смотрите, какая корочка, какой цвет приятный. Вот и сейчас начнем уже закручивать нашу шавуху. Смотрите, какая красота получилась. Сейчас будем нарезать наше мясо. Нарезаем на мелкие сначала полосочки, а потом вдоль и поперек, короче. Итак, друзья, у нас финишная прямая. Лили начинает закручивать нашу шаурму. Значит, что она первым делом делает? Обязательно смазывается лаваш. Дальше у нас идет капусточка наша с морковкой. Дальше, естественно, курочка. Опять соус. Не жалеем соуса. Соус вкусный, соус сочный. Укладываем лучок. Огурчики укладываем. Помидорчики. Ну, естественно, в конце все это поливаем соусом. Закрываем края. И начинаем закручивать нашу будущую шаурму. Потуже ее закручиваем, затягиваем. Первая партия у нас на углях. Нужно теперь ее подогреть. Лаваш наш подпечь, чтобы все прогрелось. И будем дегустировать. Итак, смотрите, народ, какая красота получилась. Я не знаю. Давайте попробуем. В пакетике все как положено. У шаурмы есть один минус. Ее долго готовить, но она очень вкусная и быстро кончается. Обязательно попробуйте вот этот рецепт. Ребят, нереально вкусное мясо, нереально вкусный соус. Все овощи очень вкусные. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем пока.